Привет, друзья! Сегодня мы находимся в поселке Красненский Тульской области. Именно здесь, всеми забытые, живут люди в ужасающих условиях. Дома, которые трещат по швам, работа, которой нет, и нищенские пенсии. Но у них есть главное – абсолютный оптимизм в глазах. О том, как выжить в поселке Призраки, сегодня в нашем сюжете. А вон там, наверное, надо было пройти. Ну ладно. По заснеженной дороге мы с Татьяной Алексеевной идем в сторону бывшего дома культуры. Пробираться сквозь сугробы сравнительно тяжело. В некоторых местах можно провалиться по пояс. Внешне не скажешь, что ДК был закрыт каких-то 5 лет назад. Здание разобрали чуть ли не по кирпичам. Когда-то здесь устраивали праздники для всего поселка. Сейчас же полная разруха и лишь голые стены. Ну, лет 5-6 точно закрыт клуб. До этого здесь кино показывали, привозили. Вот, потом здесь были кружки для детей. Вот, какие-то праздники проводились. Ну, допустим, Масленица, на Новый год елка была. Вот. Народу много было, поэтому мероприятия были. А когда народу не стало, что здесь делать-то? Все закрыли, все бросили. А потом народ уезжает и работать в Москву. У нас в Москве теперь работа только. У нас даже в городе негде работать. Вот. И все, клуб закрыли, он теперь рушится. Состояние у него никакое, там уже теперь не полов. Теперь на сцене там и потолок рухнул уже, и крыша, все. Там ничего теперь уже не осталось. Туда, в общем-то, и заходить даже страшно. С Татьяной Алексеевной мы не прощаемся, еще не раз к ней сегодня вернемся. А пока немного истории. Красненский – это небольшой шахтерский поселок в Тульской области. 4 часа езды от Москвы, и вы уже на месте. Но стоит учесть, что дорога к поселку непростая. Зимой ее фактически не чистят от снега, а в дождливую погоду она превращается в грязь. Сам поселок изначально строился для работников шахт. Добывали здесь бурый уголь, который, однако, был самого низкого качества. Само собой, с углем Донбасса и Кузбасса его было не сравнить. Более того, он был совсем непригоден для перевозки, так как при тряске измельчался и превращался в крошку. Да и добывать было слишком дорого и опасно. Часто из-за скопления газов погибали люди. Вот эти красивые горы есть не что иное, как терриконы. Насыпь из отходов при разработке шахт. Казалось бы, они не приносят никакого вреда окружающей среде. Но, увы, это не так. В них в результате химической реакции постоянно выделяются ядовитые вещества, отравляющие почву. Местные всеми силами старались найти работу в поселке после закрытия шахт. Например, выращивали свеклу для производства сахара. Существовало даже небольшое текстильное производство. Однако продукция, произведенная на территории поселка, не пользовалась спросом. Причина этого состояла в том, что после аварии на Чернобыльской атомной электростанции территория Красненского оказалась в зоне распространения радиационного облака. 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке произошел взрыв. Радиоактивность бомбы, сброшенной на Хиросиму, была в 400 раз меньше, чем от взрыва на Чернобыльской АЭС. Больше всего досталось Украине и Беларуси. Однако ветер нес на Москву опасные облака. Правительство Советского Союза не могло допустить радиационного заражения в столице страны. Спустя 2 дня после трагедии было принято решение расстрелять облака, для того, чтобы они ушли в любую другую сторону, лишь бы не в Москву. Облака осели на 4 больших областях – Брянской, Орловской, Калужской и, наконец, Тульской. Мы Чернобыльская зона. Поэтому у нас чуть повышенная пенсия. В 90-х годах люди массово стали покидать Красненский. В нулевых здесь проживало около 300 человек. Сейчас не более 60. Дома, в которых сейчас продолжают жить люди, домами даже назвать сложно. Строили очень быстро для временного проживания. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот эти дома когда строились? Это вот уже где-то 50-е годы. До этого в бараках жили, получается, да, совсем. Да, в землянках, в бараках. Бараки, да, там. А что так дома-то сыпятся? Они низкого качества, что ли? Ну, это дома, как я, это
Щитовые. Ну там, да. Два щита, там это не пустота. Строились как временные, да. У меня там кума живет вот на второй шахте туда дальше. Она одна вообще на улице осталась. У них такой шлакоблочный, скажем, дом. Вот из шлака, который вот отвалы делали из шахты, из них кирпичи делали и строили дома. Вот и делали, шахты надо было открывать, людей куда-то надо было заселить. Ну, 22 года еще народу много было. Еще здесь много народу жило. Там возле остановки работал цех швейный. Вот там когда-то столовая была, когда-то, ну, в последнее время там был швейный цех. Вот там работали женщины еще. А потом ее закрыли, разобрали, все. Вот остался один магазин и почта. Ну как вообще, хватает пенсии? Вообще желательно бы, конечно, больше. Но где взять? Не дают больше. Просто когда в магазин приходишь, конечно, что-то одно дороже, другое дороже. Сегодня была одна цена, завтра уже другая цена. Здесь нету никакой работы, кроме почты и магазина. Какая работа? А сейчас вот не пройти негде, не то что за водой проехать. Ну а за моей спиной вы видите школу, которая, по словам местных жителей, не работает вот уже 16-й год. Впрочем, здание находится в неплохом состоянии. Детей нету, сад у нас закрыли давно-давно уже, детский сад, детей маленьких не было. Вот. А в школу у нас тоже только 2 детей ходит всего отсюда. Никого, в принципе, нет уже. У меня дочь здесь в 1 класс пошла. Вот, и ей 6 лет было, мы приехали, и она как раз в 1 класс сюда пошла. Ну вот до 10 класса, до 11 класса, до 11 она здесь училась. Ну в школе хорошо было, просто у нас была малоукомплектованная школа. У них в последнем классе, вот в 11-м, 6 человек всего училось. Вот. А где-то 2-3 человека, вот до нее класс какой выход был. 3 человека, что ли, было всего. Так что школу тоже не имело смысла содержать. Несмотря на то, что Красницкая школа была сравнительно небольшая, здесь училось не больше 10 человек, она была обеспечена всем необходимым. Здесь была спортивная площадка, столовая, а также класс труда. Аккуратнее, никуда там не вляпайтесь. Семья Климовых ютится в единственной по-прежнему жилой квартире в холодном двухэтажном доме. Они решили показать, в каком состоянии находится их жилье. Остальные квартиры дома, покинутые жильцами, абсолютно проморожены. Пока. А тут кто живет или жил? Наташа живет. Ну, женщина, потом взрослая есть. Вот эта часть дома, она получается уже разрушена. Ну это все, а тут только одна у нас семья осталась. То есть в этом большом доме живете только вы? Да, остались. Потому что, ну нет. Давай свою покажем, у нас там более-менее. Поднимаемся в их квартиру. Сразу же удивляет тот факт, что температура в ней не намного выше, чем в подъезде. Отопление ваше? Ручное, само собой. Пока топите, тепло есть. Да, сейчас будем топить, уголь убирать. 15 тысяч, 2,5 тонны. Саша, вот что за привычка, кто приходит? Иди курносся отсюда. Центрального отопления, конечно же, нет. А потому поддерживать комфортную для жизни температуру очень дорого. Телевидению они не верят. Включаешь телевизор и погружаешься в какую-то параллельную реальность, которая разительно отличается от той, которую видишь каждый день. У них всегда все хорошо по телевизору. Сейчас сами увидим все. Хорошо? Сейчас пока Мы вчера в колодце откопались. Это Сейчас вот вы еще по дорожке проходили, там вроде прокопно. Это вот мы вчера копали. Короче, тоже весь день с лопатой ходим, откапываемся. Это вот еще легко-то. То, что, короче, показывают, это все показуха. Действительно показуха. Вот реальность. То есть лучше не верить телевидению? Да, конечно, это все ерунда, это все показуха. Надо реальность. Ну если умудриться мне детские снять, которые 120 рублей в месяц, уже 3 года их не получать. Чернобыльские не дают. Живем в чернобыльской зоне, они ей чернобыльские не дают. Семья Климовых ждет 3-го ребенка и надеется, что он родится здоровым. Воспитывать и содержать 2 детей-инвалидов становится тяжело. В условиях растущих цен на лекарства и почти полное отсутствие работы. Нет, ну почему? Мне дали квартиру в городе. Однокомнатную на 6 человек. Как это? Нормально? Жилой площади 17 квадратных метров. Плюс жена еще беременная.
Нормально? Как первоочередникам мне отдают квартиру. Этим расселились всех, а нам не дают. Мне жить негде. Туалет, ванная у вас. Как ведро туалет? помойное. Это все красиво описывают. Просто хотят это сделать. А это все ерунда. На самом деле реальность другая. Вы, наверное, скажете, что так живут многие в стране, что домов, которые не признают аварийными, много. Хотя они не просто разрушаются, а именно сыпятся. Вы также, наверное, скажете, что таких семей много, да и вообще все типично и уже ничего не удивляет. А вот как раз это ужасно. Полное безразличие хуже всего. На выборы семья не ходит, собственно, как и все остальные в поселке. Кто-то давно разочаровался в политике, а кому-то изначально это было неинтересно. Ну а что, на выборы пойдете? В сентябре выборы. Кого вы выбирать? Депутатов Госдумы. Да? А я его хоть одного живого видел. Я из всех вот этих депутатов одного видел. И то знаешь, что у него даже за столом сидел, на свадьбе гулял. А знаешь почему? Потому что у меня крестный. Кому мы негры нужны? Каким мы депутатам нужны? Да. Нас здесь списали давно. Ну, мы списаны вместе с этим поселком, списаны, как металлолом. В соседнем доме, где живут Светлана Нехорошего с сыном, те же самые проблемы. Холод в квартире, низкая пенсия и поразительная черта характера – жить и не сдаваться. Это вы еще так вот, здесь тепло, а здесь тут холодно. И спать, а спальня вообще у меня спальня закрытая. Холодно, да, тут все-таки? Ну, абсолютно холодно, конечно. У нас вот сейчас автобус не утром, и сегодня вот я собралась на 8 ехать, на 8 не было. Вот так вообще. То есть снег выпал, а автобус не пришел? Конечно, а как он пойдет сюда, и вообще автобусы, машины не ходили. Говоришь, что что-то вроде ванны у вас оборудовано. Как где ванная? Ну или как, я не знаю, как это даже назвать. Нет. Ай, нет, это, а то вы сейчас покажете, это вообще тогда поселок, это кому-нибудь, это они будут смотреть, даже вообще там будут смеяться. А здесь показать, какие здесь стекла, все разбитое, побитое. Ну понятно. Там, где вот это, ну из них делаете как обои. А это я такие выбираю себе, так это, ну, из них обои. Вот что-нибудь как-то, чтобы было интереснее, это как-то, а то так это очень здесь страшно даже жить. С той стороны вот разбито было, я здесь не жила была в городе. Там... Тянет холодом. Конечно, тянет. Даже вот это заклеиваешь, ну, замазываешь, как все равно холодно, прохладно. Есть не секрет, какая у вас пенсия? Ну, сейчас это 11 900. Дрова, уголь, дрова по 7 тысяч, как говорится, даже вот мне не хватает. Тут надо 30-40 тысяч на этот, как говорится, на уголь, на дрова. А лебеди-то откуда у вас такие? Я сама их делаю. А, это вручную делать? Да. И вот, я вот сделала, получилось у меня 2. А один мне мальчик такой маленький попросил, кажется, ему лет 5. Тетя Света, сделайте. Ну вот отдала ему, у меня без пары. А это уже, я уже ему школу сын заканчивала, кажется, я в школу поделки делала, это уже они уже старенькие. С Татьяной Алексеевной мы заходим в магазин. И тут как будто бы всех прорывает. Говорят то, о чем молчали все это время. Изменения самые наихудшие. Нас бы услышали, нас никто не слышит. Мы живем здесь как бы на выживании. Если рассуждать о том, сколько у нас людей прописано, много. В каждом доме. Фактически проживающих у нас. Начнем вот оттуда издалека, скажем. Вот у нас есть улица Стахановская. На ней остались, не получившие квартиры, 2 семьи из того угла. Потом, значит, у меня кума, там одна живет вообще на улице, один угол там, она одна живет. На этой улице 2 семьи или 3 семьи живут. Да. И вот мой дом один стоит на углу. Получается, вот какая численность населения в этом поселке в данный момент? И какая была? Ну, 60 человек, 60 наверное. Человек. Ну, так, около этого. Да. 20 лет назад здесь была и фабрика мебельная, да, вот здесь вот, и швейная фабрика. Какие потенциальные перспективы есть вот никаких. У тех, кто приезжает в поселок? Никаких. Абсолютно. Только уезжают. У нас вся работа, вся жизнь в Москве. У нас либо автобуса нету, вот занесло, автобусы 2 рейса не было. Второй день не ходит автобус. Одной из формальных причин, почему никто не сносит эти ужасающие руины, является то, что в домах еще прописаны люди. А значит, гипотетически в них могут вернуться люди. Наши дома, которые стоят вот при развалины вот эти, да. В них прописаны люди. В них поэтому во всех прописаны люди. Снести. Живет кто как может. Но там все прописаны. Для того, чтобы их снести, их надо всех выписать. Для того, чтобы выписать, нужно дать им квартиру. А поскольку у нас строят один дом раз в 3 года, раз в 3 года, вот, и то, если построят. Да. Вот, поэтому у нас не сносят их.
Воды нормальной в Красненском нет. То, что в колонке, пить невозможно. Как говорят в поселке, этой водой можно заборы красить. Воды здесь нету. Воды здесь нету? Конечно, вот одна колонка на весь поселок стоит, но если бы вы видели эту воду, вот как у мальчика куртка, вот такая у нас водичка. То есть ждут, получается, просто пока последние жители помрут, чтобы полностью уже его забросить. О плохом качестве воды еще 11 лет назад рассказало местное телевидение. Однако дальше обещаний дело не дошло. На 9-й год предусмотрено вот эти 1 400 000 рублей для восстановления данного водопровода. Хватит этого или не хватит? В кабинете замглавы районной администрации девиз «Решай проблемы сам». Жители Красненского так и делают. Сами обустроили местный родник, куда приходят каждый день. Власти довольны. Обещали к 2009 году чистую воду, но вот прошло 7 лет, а водой все так же можно красить заборы. Вот, жить очень трудно на этом поселке осталось. Никаких условий нет. Ни воды, ни топить. Очень тяжело. Вот наш дом вот этот в 49-м году построен. Строились, конечно, когда шахтеров-то привозили сюда, они дома-то для них были эти, хорошо. Это не жилье. Понимаете, вот я сижу одетая, это, естественно, не нравится. Вот каждый день, 2 раза я топлю в день, да, печку, с утра и вечером. А мыться? Представляете, каково мыться? Вот мы раньше вот здесь вот, как я всегда говорю, в ковшике моемся. А в ту комнату у меня, проходи, не бойся, я не укушу. Вот. А тут вот комната, у меня вот обогреватель стоит. Видишь? А тут печка уже отсюда, печка не доходит тепло. У меня здесь, наверное, сейчас вот 16 градусов, что ли, тепла всего в этой комнате. И вот я сижу, видите, как сижу. Чтобы понять, как вот живут здесь, в этих местах, надо действительно здесь жить. У нас поселок, он давно снесен по всем документам. Понимаете, нет поселка уже. А реально есть. А реально он есть, существует. Его нет на картах, его нет в документах, его нет нигде. Если бы наше начальство думало головой, как положено, у нас была бы работа. У нас был 3-й завод оборонный и 7-й завод оборонный. Их закрыли в свое время. Атмосфера, которая царит в Красненском, производит угнетающее впечатление. Оно усиливается осознанием тех трудностей, с которыми каждый день сталкиваются его жители. Именно поэтому поражает их позитивное отношение к жизни, искренность и доброта. Создается такое впечатление, что нечеловеческие условия сплотили всех жителей, сделали их большой дружной семьей, где каждый готов прийти на помощь другому. Даже в их суждениях о власти и политике нет ни капли злобы или ненависти. Не имея материальных благ, они научились ценить то, на что жители развитых городов привыкли не обращать внимания. Общение друг с другом, взаимную поддержку и, конечно же, красоту местной природы. Что хорошего в поселке есть у вас, позитивного? Хорошего? То, что здесь тихо. И то не всегда. Когда Валя пьяный напьется, тут не тихо. Ну, подумаешь, песню по горлопанишь, ничего страшного. Ну, хорошо, если песня. Рыжик. Рыжик. Одна радость, вот коты да собаки. Курка. А сколько собак? Ну, у нас вот одна на улице бегает, одна вот здесь охраняет. Их жизнелюбие и оптимизм заставляют иначе взглянуть на мелкие повседневные проблемы, на которые постоянно жалуются горожане. Этот фильм – прекрасный пример того, как люди, которые загнаны в нечеловеческие условия, не унывают и не отчаиваются. Можете смело посылать ролик тем, кому кажется, что все вокруг плохо и выхода нет. Жители Красненского нашли выход, и вы найдете.